29 июля 2008 года глубоководный обитаемый аппарат Мир-1 под управлением океанолога Анатолия Михайловича Соголевича из Института океанологии имени Петра Петровича Ширшова достиг дна Байкала на рекордной глубине и обнаружил там обнажение твердого метанового гидрата, существование которого в пресной воде на такой малой глубине ранее считалось физически невозможным. Перед нами факт, который переворачивает классическую лимнологию, науку об озерах. Согласно учебникам географии, любое озеро на нашей планете имеет строго ограниченный срок жизни. Обычно он составляет от 10 до 15 тысяч лет. Затем водоем неизбежно заполняется донными отложениями, превращается в болото и полностью исчезает с лица Земли. Это естественный геологический цикл, подтвержденный тысячами исследований по всему миру. Но Байкал полностью игнорирует этот закон природы. Его официальный возраст, признанный мировым научным сообществом, составляет колоссальные 25 миллионов лет. Вместо того, чтобы стареть, заполняться илом и постепенно высыхать, это гигантское хранилище пресной воды демонстрирует аномальные процессы, которые характерны исключительно для молодых зарождающихся океанов. Главный вопрос, который сегодня стоит перед мировой наукой – почему этот водоем ведет себя как глобальная тектоническая структура, а не как обычная впадина, заполненная водой? Почему на его дне происходят процессы, которые ученые привыкли видеть только в Марианской впадине или на Срединно-Атлантическом хребте? В этом расследовании мы не будем опираться на слухи, мифы или псевдонаучные гипотезы. Мы разберем только строгие задокументированные факты, подкрепленные многолетними экспедициями, именами академиков и публикациями в ведущих научных журналах. Мы заглянем туда, куда не проникает солнечный свет, и поймем, какую глобальную тайну планетарного масштаба скрывает от нас этот сибирский исполин. Чтобы понять масштаб аномалии, нам необходимо сначала детально разобрать официальную научную позицию, сформированную десятилетиями жесткого академического контроля. Долгое время Байкал рассматривался исследователями как классическое, хоть и очень крупное, ультрапресное озеро рифтового происхождения. Основной фундамент этой теории заложил в своей фундаментальной работе 1934 года выдающийся советский географ и биолог, академик Лев Семенович Берг. Он опубликовал исследование в издании Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, где детально описал уникальность байкальской биоты, насчитывающей более 2000 видов живых организмов, 3/4 из которых являются эндемиками, то есть не встречаются больше нигде на планете Земля. Академик Лев Семеновский Берг аргументировал, что столь высокая степень эндемизма могла развиться только в условиях абсолютной изоляции водоема на протяжении миллионов лет. Однако геологическая реальность оказалась намного сложнее биологических моделей. В 1993 году стартовал масштабный международный проект под названием «Байкал-бурение». Это была уникальная технологическая коллаборация, в которой приняли участие ученые из Института геохимии Сибирского отделения Российской академии наук под руководством академика Михаила Ивановича Кузьмина, специалисты из Университета Южной Каролины под руководством профессора Дугласа Уильямса со стороны Соединенных Штатов Америки, а также консорциум японских университетов. Исследователи разработали и смонтировали уникальную буровую платформу на базе зимнего льда озера Байкал. В условиях экстремальных сибирских морозов, доходивших до минус 40 градусов Цельсия, ученые пробурили донные отложения со льда в районе Академического хребта, подводной возвышенности, разделяющей северную и среднюю котловины озера. Результаты этого бурения, опубликованные в международном научном журнале EOS в 1998 году, шокировали геологов. Толщина осадочного слоя на дне Байкала в некоторых местах достигает колоссальных 8000 метров. Если бы мы убрали всю воду и весь накопившийся за миллионы лет ил, мы бы увидели самую глубокую сухопутную впадину на планете, глубина которой от вершины окружающих гор до коренного базальтового ложа превышала бы 9000 метров. Официальная наука объясняет этот феномен механизмом континентального рифтогенеза.
Согласно публикациям Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, в частности, монографиям академика Николая Алексеевича Лагачева, Байкальская рифтовая зона возникла в результате колоссального тектонического напряжения, вызванного столкновением индостанской плиты с евразийской континентальной платформой. Этот процесс начался около 25 миллионов лет назад и продолжается по сей день. По официальным данным геодезических спутниковых измерений, проводимых сотрудниками Иркутского национального исследовательского технического университета, берега Байкала ежегодно расходятся в разные стороны со скоростью около 2 сантиметров. Это означает, что прямо посреди Евразийского континента происходит грандиозный раскол земной коры. Официальная наука аккуратно классифицирует Байкал как развивающийся континентальный рифт, который в далеком геологическом будущем теоретически может стать новым океаном. Вода в озере обновляется примерно каждые 380 лет благодаря работе 336 рек и ручьев, главным из которых является Селенга, и единственному истоку – реке Ангария. Эта гигантская гидродинамическая система удерживает параметры ультрапресной воды, где концентрация солей настолько мала, что вода практически приближается к дистиллированной. Казалось бы, рамки официальной науки дают логичные ответы. Огромный возраст объясняется постоянным тектоническим расширением, которое не дает озеру заилиться, а чистота воды – уникальным биоценозом и быстрым водообменом. Но именно здесь, на стыке официальных формулировок и реальных полевых находок, классическая модель начинает трещать по швам. Настоящий слом устоявшихся представлений о Байкале произошел тогда, когда исследователи получили возможность детально изучить термический и газовый режим глубоководных слоев озера. До конца XX века считалось, что глубокие пресноводные водоемы на глубинах более 1000 метров должны быть гидродинамически стабильными, холодными и практически безжизненными с точки зрения активных геологических выбросов. Но в апреле 2009 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки, известное как НАСА, опубликовало серию сенсационных спутниковых снимков, сделанных космическим аппаратом Терра. На этих снимках на весеннем ледяном покрове Байкала в районе мыса Крестовский и полуострова Святой Нос были отчетливо видны гигантские темные кольца идеальной округлой формы. Диаметр этих колец составлял около 4 километров. Они появлялись не каждый год, но их масштаб указывал на колоссальный источник энергии, находящийся на самом дне озера. За разгадку этой тайны взялись ученые из Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук под руководством доктора географических наук Николая Григорьевича Гранина. Результаты их многолетних полевых исследований были официально опубликованы в ведущем российском научном журнале «Доклады Академии наук» в 2010 году. Ученые провели комплексное гидрофизическое зондирование непосредственно под ледовым покровом в зонах образования этих таинственных колец. Выяснилось то, чего с точки зрения классической лимнологии пресных озер просто не должно существовать. На глубинах более 1000 метров зарождаются мощные тепловые подводные вихри. Эти макровихри имеют антициклонический характер и поднимают огромные объемы глубинной теплой воды к поверхности. В центре вихря скорость течения достигает нескольких сантиметров в секунду, что для озерных глубин является колоссальным показателем. Поднимающаяся теплая вода размывает нижнюю кромку льда, делая его тоньше и меняя его кристаллическую структуру, что со спутника выглядит как темное кольцо. Но откуда берется эта энергия? Вода на дне Байкала, вопреки всем законам физики пресных водоемов, имеет постоянную температуру около 3,4 градуса Цельсия и находится в постоянном движении. В обычном глубоком озере вода разделилась бы на четкие температурные слои, и нижний слой оставался бы неподвижным и лишенным кислорода. Доктор Николай Григорьевич Гранин и его коллеги доказали, что движущей силой этих вихрей являются мощные точечные выбросы природного газа метана и глубинных термальных флюидов из подводных грязевых вулканов.
Тектонические разломы на дне Байкала ведут себя не как пассивные трещины, а как активные каналы, связывающие гидросферу озера напрямую с верхней мантией Земли. Это открытие полностью ломает представление о Байкале как о простом резервуаре с пресной водой. Перед нами открылась динамическая система, управляемая глубинным теплом планеты, демонстрирующая океанический тип циркуляции, который ранее никогда не фиксировался ни в одном пресноводном озере мира. Этот факт заставил ученых со всего мира пересмотреть свои программы исследований и направить глубоководные экспедиции для поиска других подтверждений океанической природы этого сибирского феномена. Чтобы доказать, что байкальские процессы уникальны в планетарном масштабе, обратимся к 3 конкретным задокументированным примерам международных исследований, проведенных учеными из разных стран. Эти работы наглядно демонстрируют, что внутреннее устройство Байкала полностью идентично строению ложа Мирового океана. Пример первый. Открытие пресноводных газогидратов. Бельгия, Россия. В сентябре 1998 года совместная экспедиция Королевского музея Центральной Африки из города Теруарин, Бельгия, под руководством доктора Жана Клеркса и Института геохимии Сибирского отделения Российской академии наук провела уникальные работы по извлечению донных проб в южной котловине озера. Результаты этого исследования были опубликованы в международном научном журнале Geomarine Letters в 2000 году. Используя тяжелые гравитационные трубчатые пробоотборники, ученые подняли с глубины 1400 метров керны донных отложений. К огромному удивлению бельгийских исследователей, внутри илистых осадков были обнаружены белые кристаллические включения, внешне напоминающие плотный снег или лед. При извлечении на поверхность эти кристаллы начали бурно вскипать и воспламеняться от обычной спички. Это были поверхностные газовые гидраты, твердые соединения метана и воды. До этого момента в мировой науке доминировала жесткая аксиома. Газовые гидраты могут формироваться и стабильно существовать только в соленой воде морей и океанов на больших глубинах, либо в толще вечной мерзлоты. Байкал стал первым и единственным местом на планете, где пресноводные газогидраты были обнаружены в поверхностном слое донных осадков. Это доказало, что давление и тектонический поток метана в Байкале настолько высоки, что они полностью компенсируют отсутствие океанической солености. Пример второй – изотопный анализ мантийного газа, Япония. В 2005 году группа японских исследователей под руководством профессора Хитоши Шоджи из Китамийского технологического института, расположенного на острове Хоккайдо, Япония, совместно со специалистами Байкальского международного центра экологических исследований провела детальный изотопный анализ метана, извлеченного из байкальских газогидратов. Результаты их работы были опубликованы в японском научном издании Island Arc в 2006 году. Профессор Хитоши Шоджи применил метод масс-спектрометрии для определения соотношения стабильных изотопов углерода-13 и углерода-12. В классических пресных озерах метан имеет исключительно биогенное происхождение. Он образуется в результате гниения органики на дне под воздействием бактерий, и поэтому он сильно обеднен изотопом углерода-13. Однако японские исследователи обнаружили, что в глубоководных пробах из Байкала метан имеет аномально высокую концентрацию углерода-13. Это строго задокументированное свидетельство того, что газ имеет глубокий термогенный и мантийный характер. Он образуется в условиях сверхвысоких температур и давлений глубоко в земной коре и поступает в озеро напрямую из мантийных плюмов. Подобный изотопный профиль газов фиксируется исключительно в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов, например, в гидротермальных полях Атлантического океана. Пример третий – подводные грязевые вулканы, Бельгия, Германия.
В 2013 году профессор Мартин де Батист из Гентского университета, Бельгия, совместно с геофизиками из Центра океанических исследований Гельмгольца «Геомар» из города Киль, Германия, провел детальное сейсмоакустическое профилирование дна Байкала с использованием многолучевых эхолотов высокого разрешения. Их совместная научная статья была опубликована в международном геофизическом журнале Marine and Petroleum Geology. В ходе исследования на дне озера, на глубинах более 1200 метров, были открыты и детально закартографированы действующие глубоководные грязевые вулканы, получившие названия «Маленький» и «Большой». Сейсмические профили показали, что эти вулканы имеют выраженные подводные конусы высотой до 30 метров и протяженные подводные корни, газоподводящие каналы, уходящие вниз в осадочную толщу на глубину более 3 километров. Профессор Мартин де Батист подчеркнул в выводах исследования, что морфология, частота извержений и объемы выбрасываемой брекчии, смеси жидкой грязи и обломков коренных пород полностью соответствуют параметрам грязевых вулканов глубоководного лажа Черного и Средиземного морей. В пресноводной лимнологической практике существование таких объектов уникально и не имеет аналогов на Земле. Все эти три примера из независимых международных лабораторий Бельгии, Японии и Германии доказывают одно – под маской Сибирского озера скрывается полноценный океанический организм. Если геологические и химические доказательства океанической природы Байкала лежат глубоко под землей, то третье доказательство скрыто непосредственно в самой толще его ультрапресной воды. И связано оно с фундаментальной физикой Вселенной. 13 марта 2021 года в районе 70-го километра Кругобайкальской железной дороги состоялся официальный запуск одного из самых амбициозных научных мегапроектов современности – глубоководного нейтринного телескопа кубического километрового масштаба под названием Байкал GVD. Этот проект был реализован международной коллаборацией под научным руководством Института ядерных исследований Российской академии наук. Главным идеологом и координатором этого сложнейшего эксперимента выступил член-корреспондент Российской академии наук Григорий Владимирович Домогацкий. Физическая суть работы телескопа заключается в регистрации слабых вспышек света, черенковского излучения, которые возникают, когда высокоэнергетические космические частицы нейтрино, прилетающие из далекого космоса, проходят сквозь толщу Земли и сталкиваются с ядрами атомов воды. Для этого на глубине от 750 до 1300 метров были размещены тысячи сверхчувствительных оптических модулей на основе фотоэлектронных умножителей. Но почему физики-ядерщики выбрали именно Байкал, а не глубокие шахты или обычные водоемы? Ответ кроется в уникальных оптических свойствах байкальской воды. Исследования, проведенные доктором физико-математических наук Игорем Александровичем Белолаптиковым и опубликованные в научном журнале Astroparticle Physics, показали, что глубинная вода Байкала обладает феноменальной прозрачностью. Длина поглощения света в ней составляет более 22 метров, что практически идентично параметрам чистейшего антарктического льда. Однако в процессе эксплуатации телескопа ученые столкнулись с физическим феноменом, существование которого в пресной воде долгое время отрицалось. Оптические модули зафиксировали наличие автономного, спонтанного оптического фона в глубинах озера. Вода Байкала на глубине более 1000 метров сама испускает свет. Это явление, детально описанное в отчетах Института ядерных исследований, не связано с космическими лучами. Физический анализ показал, что байкальская вода обладает собственной глубоководной люминесценцией. Этот цвет имеет двойную природу – химическую и биологическую. Из-за постоянного притока мантийных газов и интенсивного перемешивания слоев, о которых мы говорили ранее, в байкальской воде происходят непрерывные химилюминесцентные реакции, окисление органических соединений растворенным кислородом, который доставляется на дно глубокими вихрями. Более того, на глубинах, где царит абсолютная космическая тьма,
были обнаружены уникальные штаммы глубоководных бактерий, способных к биолюминесценции. Традиционная биология утверждала, что светящиеся организмы – это исключительная прерогатива океанских глубин, таких как Саргассово море или гидротермальные зоны Тихого океана. Пресноводные организмы, согласно доктрине XX века, к биолюминесценции не способны из-за особенностей метаболизма в пресной среде. Байкал снова разрушил догму. Его водная толща ведет себя не как пассивная химическая среда, а как оптически активная, динамическая физическая матрица, генерирующая собственное световое поле. Это пресноводное тело обладает всеми физическими свойствами открытого глубокого океана, функционируя как единый термодинамический и квантово-оптический блок. Теперь, когда все карты выложены на стол, мы можем соединить эти разрозненные, на первый взгляд, научные открытия в единую грандиозную картину. Давайте сопоставим задокументированные факты, которые мы детально разобрали. Во-первых, бурение платформы «Байкал-бурение» под руководством академика Михаила Ивановича Кузьмина доказало наличие колоссальной 8-километровой толщи осадков и возраста в 20 миллионов лет, что невозможно для стандартного изолированного озера. Во-вторых, исследования доктора Николая Григорьевича Гранина подтвердили существование гигантских 4-километровых тепловых вихрей под льдом, питаемых глубинным теплом планеты. В-третьих, экспедиции доктора Жана Клеркса и профессора Хитоши Шоджи выявили на дне Байкала уникальные пресноводные газовые гидраты с изотопным профилем углерода-13, который указывает на прямое мантийное происхождение газа, что характерно для срединно-океанических рифтов. В-четвертых, сейсмические данные профессора Мартина де Батиста зафиксировали глубоководные действующие грязевые вулканы на глубинах более 1000 метров. В-пятых, физические измерения в рамках проекта телескопа Байкал-GVD под руководством Григория Владимировича Домогацкого открыли феномен собственной глубоководной люминесценции пресной воды. Какой вывод с неизбежностью следует из этих строгих научных фактов? Вывод один, и он фундаментален. Озеро Байкал – это геологический камуфляж. Перед нами не озеро в классическом понимании этого слова. На территории Сибири прямо сейчас, в режиме реального времени, происходит величайшее планетарное событие – рождение нового, пятого океана Земли. Байкал скрывает под своей пресноводной поверхностью полноценную океаническую кору, находящуюся в стадии активного формирования. Все процессы, от гидродинамики вихрей до изотопного состава газов и свечения водной толщи, кричат о том, что эта тектоническая структура переросла лимнологический статус миллионы лет назад. Евразийский континент раскалывается по линии Байкальского рифта. Этот процесс идет медленно с человеческой точки зрения, по 2 см в год, но он неотвратим с точки зрения геологии. Здесь, в сибирской глуши, природа создала уникальную природную лабораторию, где океанические процессы запущены внутри пресноводного резервуара. Этого не должно было существовать на Земле согласно классическим доктринам геоморфологии XIX и XX веков. Но реальные перепроверенные факты доказывают обратное. Байкал – это эмбрион будущего океана, который уже сегодня живет по законам глубокого Синего моря, игнорируя любые попытки втиснуть его в рамки обычного пресного озера. Мы прошли долгий путь от ледяных колец, видимых из космоса, до темных глубин, где сверхчувствительные фотоумножители нейтринового телескопа ловят кванты света в абсолютной тьме. Наука хороша тем, что она не требует слепой веры, она оперирует фактами, измерениями и строгими изотопными анализами. И эти факты показывают нам, насколько пластична и жива наша планета Земля. То, что вчера казалось незыблемой истиной из школьного учебника, сегодня переписывается в лабораториях институтов Сибирского отделения Российской академии наук, университетах Бельгии, Японии и Германии. Байкал продолжает оставаться величайшим вызовом для исследователей. Это не просто резервуар, содержащий 20% мировой жидкой пресной воды поверхностного залегания.
Это живое свидетельство тектонической эволюции нашей планеты. Мне крайне важно узнать ваше мнение. Как вы считаете, изменят ли эти новые задокументированные открытия наше общее представление о геологической истории Евразии в ближайшие десятилетия? Напишите свои аргументы в комментариях под этим видео. Если вы цените строгий научный подход и реальные факты так же, как и мы, поддержите это расследование. До встречи в следующих научных экспедициях.